Добрый день всем! Хочу записать короткое видео по поводу новой модели от фирмы Spyderco. Называется она Para 3. Не Para Military, а Para 3. Это, так сказать, уменьшенная версия Para Military 2. Вот. Долго не решался купить, потому что на фотографиях она кажется какая-то совсем маленькая. Думаю, не пойдет она в мою руку. Но все-таки решился и купил. Итак, длина клинка 75 миллиметров, а общая длина 184 миллиметра. В сравнении с Para 2, с Para Military 2 существенно меньше, это видно. Смотрите, насколько она меньше. Так, давайте вот так вот. Вот. По поводу удобства. Значит, оказалось, удивительно удобный. Реально удобный. У меня средняя рука, не маленькая, небольшая, средняя. И вот для средней руки реально удобный ножик. Особенно в городе. Вот. Что вот таким хватом удобно. Смотрите, почти ничего не торчит. Да? По сравнению с Para Military 2, то у нее такой кусок из руки торчит. Вот. Таким хватом вообще очень удобно. Просто чрезвычайно. Что-нибудь подковырнуть, подрезать. Классно вообще. В принципе, я доволен приобретением. Вот. Форма клина у нее чуть-чуть другая. Смотрите, если вместе взять и посмотреть параллельно, то параметр Para 3 более крутой сверху. Вот этот угол более крутой. Para Military 2 более пологий. Вот. На резе это никак, в принципе, не сказывается. Вот. Замок одинаковый. Что тут, что там. Мне нравится Compression Lock. Один из любимых моих замков. Значит, легко открывать, легко закрывать. Чуть-чуть не проработан еще. Новый ножик. Вот здесь уже все приработалось. То есть клин летает. Вот, но это дело времени. Значит, удобство ношения в кармане. В принципе, одно и то же. Никакой разницы нет. Значит, что еще? Какое различие? Да, это сведение. Значит, здесь сведение где-то 0,6. Заметно толще, чем здесь. Здесь где-то вообще 0,4. По моим ощущениям. То есть сведение реально меньше. Вот. Ну и вес. Конечно же, вес. Para Military 2 где-то 110 грамм весит. Чуть-чуть она потяжелее. Это Para 3 весит 96. То есть где-то на 15 грамм она полегче. Для меня, в принципе, это несущественно. Но, может быть, для кого-то, для того человека, который в городе живет, может быть, это существенно. И летом. Возможно, летом это будет иметь какое-то значение. Потому что летом, чем меньше нож, тем удобнее его носить. Вот. По резу. Рез примерно одинаковый. Здесь чуть получше, потому что, наверное, в принципе, сталь, видите, S110V. Очень хорошо она режет. Здесь обыкновенная 30-ка. Вот. Клин немного травленный у меня просто. Вот такие, это главное различие. В принципе, различий нет. А, да, еще одно различие, это, значит, здесь 3 винта, здесь уже 2 винта. Для того, чтобы разобрать, надо открутить 2 винта всего. Здесь просто вставляется вот этот упорный штифт, он вставляется. И при разборе просто вытаскивается. Вот. На что это влияет? В принципе, это влияет на крепость осевого узла. Para Military 2 покрепче будет осевой узел, чем здесь. В принципе, здесь не нужна такая крепость. Вот такие есть различия между этими ножами. Вот. Если у вас средняя рука или маленькая,
то смело берите, даже не задумывайтесь. Очень удобно будет носить, резать и вообще работать этим ножом. Но у кого крупная рука, лучше не брать. Длинные рукояти вам, я думаю, не хватит. Ну, в общем, вот такое быстрое сравнение. Ничего такого существенно больше не вижу. Дырка под темляк осталась такого же размера, большого. Удобно. Можно темлячок сюда подцепить. Ну вот как-то так. Спасибо за внимание. До свидания.